Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 10-й выпуск видеожурнала HairSet. В данном видеожурнале вы увидите 3 сюжета. Первый. Мужская стрижка-площадка, выполненная мной по системе Axiom. Второй. Коктейльная прическа, которую выполнит для вас мастер международного класса, руководитель школы Creaton Riga Наталья Риваненко. Третий. Тест-драйв компьютера для перманентной завивки Sensor. В данном сюжете мы покажем салонный классический подход к выполнению стрижки площадка. Перед началом стрижки необходимо хорошо вымыть волосы. Если волосы у вашего клиента удлиненные, то предварительно на влажных волосах подготовьте форму. После чего высушиваем волосы при помощи щетки. Старайтесь поставить волосы, прочесывая против роста волос. Для стрижки мы будем использовать крупный гребень и машинку. Расческу ведем ровно. По силуэту будущей стрижки простригаем волосы машинкой. В теменной зоне держим гребень параллельно полу, если необходимо создать классическую форму стрижки. Если у вас задача создать более современную или индивидуальную форму силуэта, то ведите гребень по линии задуманной стрижки. После оформления основного силуэта стрижки переходим к шлифовке формы, используя прямые ножницы или машинку для стрижки. Когда рост волос имеет большое количество вихров, рекомендуем несколько раз за время стрижки мыть волосы, чтобы предотвратить возможные проявления вихров в последующем во время самостоятельной укладки стрижки клиентам дома. Для легкости работы с волосами, имеющими много вихров, вы можете обрабатывать их после сушки феном, тальком или детской присыпкой. Единственным минусом данного действия – ножницы быстро тупятся.
Плюсом будет то, что волос легко поддается формированию и стрижке. Good night, James.
Главное в мужской стрижке – это качественная окантовка. Выполняем ее при помощи опасной бритвы. Особенностью выполнения данной прически являются проплетенные две косы внутри, которые позволяют вам собрать любую форму и закрепить ее. В нашем случае для создания коктейльной прически мы будем использовать технику узлов, которые будут крепиться на ранее заплетенных нами внутренних косах.
Сегодня мы будем с вами тестировать компьютер для перманентной химической завивки Sensor, выпущенный компанией Revlon Professional. Я и моя команда попробуем ответить в конце теста, стоит ли покупать данный аппарат и реально ли он помогает во время работы. В результате диагностики мы имеем тонкие волосы с толщиной около 0,05 мм. Сам непосредственно волос не крашеный, но имеет пушистую неравномерную структуру, что усложняет значительно процесс накрутки. Из-за этой особенности волос мы решили использовать метод накрутки без защитной пергаментной бумаги. Техника накрутки выполняется по лекалу номер 1 с расположением бигуди в виде кирпичной стены. Мы протестировали ранее данный аппарат на различных составах и поэтому в данном тесте тоже решили брать нерекомендуемый препарат компании Revlon, а совершенно сторонней фирмы. В данном случае продукт компании Lakme с силой работы состава 0. После нанесения химического состава на волосы оставляем клипсу-датчик на теменной зоне и включаем программу с выставленной нами заранее диагностикой волоса. Компания Revlon рекомендует подключать к аппарату сушуар, который будет включаться аппаратом в случае необходимости дополнительного тепла. В данном случае мы не стали его подключать из-за отсутствия необходимости в нем при работе с данным волосом. По большому счету данный аппарат – это градусник, который следит за температурой реакции вашего состава в волосе. И если температура с учетом установленной программы не достигает нужного уровня, аппарат подключает дополнительное тепло. Как мы говорили уже, аппарат был опробован ранее на большом количестве разного типа волос и с различными составами. Результатом данных тестов стало то, что он работает идеально с любыми химическими составами для завивки волос. Огромным плюсом аппарата является то, что вам не стоит бояться за результат завивки. Он будет у вас идеальным даже при работе с обесцвеченными волосами. По большому счету аппарат позволяет сделать процедуру завивки снова модной и прогнозируемой по качеству. И в отличие от своего основного конкурента Perm Machine, может использоваться и в классических, и прогрессивных техниках завивки. Главным минусом аппарата является его неадекватно высокая цена. Мы нашли документы по патенту на данный аппарат, и его производство уже имеет историю более 30 лет. И за это время аппарат по большому счету практически не изменился, но так и не стал популярным. По большому счету, аппарат стоит покупать только если ваш салон ставит серьезные ставки на приход большого количества клиентов на процедуру завивки, или имеет очень высокие цены на завивку. В противном случае вы будете как минимум год отрабатывать стоимость аппарата. Лично я поступил проще. Я купил подержанный аппарат за $500 на сайте ebay.com. И за эти деньги я действительно доволен им. Но за ту сумму, которую выставляют в России и в Европе за данный аппарат, для личного пользования я просто не готов покупать его. Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и Facebook. И не забывайте ставить лайки. Нам это очень важно. Оставляйте свои комментарии на сайте Hair Club, и мы на них обязательно ответим. Для более глубокого изучения материалов, представленных в HairSet, рекомендую продукцию, представленную в магазине HC Shop. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. А теперь конкурс. Основное условие конкурса – вы должны прислать видео-ответ на наш вопрос. Мы не требуем от вас телевизионного качества видео. Главное, чтобы было видно, что вы делаете. А теперь вопрос. Расскажите, что это за предмет и как им пользоваться. Тот, кто первым ответит правильно на вопрос, получит мини-утюжок Babyliss. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске.